Снова здравствуйте. С вами канал Радова Одесса. Продолжаем ремонтировать мою стиральную машину. Точнее, в этом видео будем восстанавливать крестовину. Вот она, эта крестовина. Я еще ничего не чистил, ничего не делал. Сейчас вместе с вами будем это все делать. Прежде хочу сказать всем спасибо, кто уже подписался. Здесь на этом канале будет очень много познавательных, интересных видео, нестандартных решений. То есть я всегда стараюсь выйти из ситуации с минимальными затратами. То есть не покупая какие-то запчасти, которые можно восстановить. Вот, поэтому спасибо, кто подписался. Подписывайтесь на канал, будет много всего интересного. Вот, там люди пишут мне, что вот невозможно восстановить крестовину. В этом видео я покажу, что это возможно, и я это уже делал не раз. Вот, на этом канале никогда не будет, там пишут мне, что я, наверное, просмотры собираю, но здесь на этом канале такого никогда не будет. Все, что я показываю, я пробовал, делал и показываю людям, как это делать. То есть, вообще, я же говорю спасибо всем. Не думал, что столько людей очень быстро так пойдет. Подписываются люди очень быстро. Значит, им интересно то, что я делаю. Мне это очень приятно. Каждая подписка, я просто счастлив. Спасибо всем. А теперь погнали делать нашу битую крестовину. Засорта, сок отвалился. Вот здесь все это говно. То есть в первую очередь, что нужно сделать, это очистить ее. То есть до чистого состояния. Чистить буду вот такой вот штукой на турбине. То есть можно, в принципе, щеткой, там, что у вас есть под рукой, тем и чистить. То есть главное вычистить от всего этого шлака до чистого металла. Так, я ее почистил, насколько смог. Вот, то есть вот такая вот у меня история получилась. Видите? То есть я ее почистил сначала этой щеткой на турбине, потом, получается, промыл еще с компрессора растворитель. Крестовина наша почищена. Вот, я ее зажал в тиски. Сейчас мне надо ее прихватить. Я приклею ее, так скажем, суперклеем. Это не для монтажа, как бы на суперклей, понятно, она держаться не будет. Это для того, чтобы можно было дальше ей манипулировать, она стала на свое место. То есть нужно ее поставить точно по тому месту, как она была. Пока я делаю, вот хочу вопрос задать, может кто-то знает из людей. Вот эти крестовины почему-то делаются из силумина. То есть я думаю, что это для того, чтобы чаще покупали люди стиралки. Вот, если вы знаете, почему именно силумин используется, напишите мне в комментариях, самому интересно, как бы, почему не делать из какой-то нержавеющей стали, вот, или типа того, то есть, чтобы она была более долговечная, эта крестовина. Но почему-то этого не делают. То есть я видел, народные умельцы изготавливают эти крестовины из нержавейки, да. Такая, конечно, будет служить очень долго, но стоит она нормально денег, поэтому я вот устанавливаю. Так, то есть суперклеем раз, на место поставили. Еще подобью чуть-чуть молоточком, чтобы резиновым, чтобы из-за мусора она вот стала нормально. Крестовина наша подсохла, я пока еще эту сторону не делаю. Теперь вот, что я делаю. Я взял такие пластины от окон. Это крепежные пластины окон. Я занимаюсь окнами, у меня их дофига. Ну, можно любые пластины. Единственное, что используйте либо оцинковку, либо нержавейку. В общем, что-то такое, что не будет ржаветь. Черный металл быстро развалится. То есть дальше я буду скреплять их по бокам между собой. Это первый этап крепления. Это еще не все. Вот, буду с двух сторон прикручивать ее лохами, ну, 0,9 шурупами, вот такими. Вот, то есть по гипсокартону, которые используются. Две штуки на каждую сторону, то есть и на других тоже. Во-первых, для чего на остальных, которые не поломанные сторонах, для того, чтобы избежать такого же в будущем, это первое. И второе, для балансировки, то есть чтобы сильно не нарушить баланс крестовины. То есть, дальше что делаю? Вот так вот приставляю их сюда, эти пластину эту. Вот.
И просверливаю сверлом тройкой до металла. Вот, то есть, чтобы дырочка прошла насквозь. После чего, вот, берем ложку эту, приставляем на то же место и вкручиваем. Вот так. Первый этап сборки, ну, восстановления закончен. То есть пластинами я все это обкрутил, как видите. Вот здесь и здесь, даже уже не помню, где она поломалась. А, вот здесь. Вот видите, то есть даже уже жестко. Но это еще не все. Когда я закончу с этой крестовиной, она будет круче, чем новая. И проработает дольше. Дальше, что нужно сделать? Это вот эти лишаки, которые остались от, ну, которые выступают пластины. Нужно их обрезать. Итак, смотрите до конца, будет интересно. Дальше самое интересное. Сейчас я вот это вот обрежу все. Все, крестовина обточена. Теперь следующий, еще будет два этапа ее крепления. Вот, я же говорю, я ее сделаю так, что она проработает дольше, чем если вы купите новую. Следующего этапа нам потребуется эпоксидная смола. Вот. Она есть в строительных магазинах, ну, дешевле в интернете заказывать. То есть я вот такими бочками себе заказываю. Я ей делаю очень много вещей. То есть машину, кузов, со стеклотканью. Вот такой вот. То есть покупаю. Если нет стеклоткани, можно там попробовать тряпку использовать, марлю, но нежелательно. Лучше, конечно, стеклоткань. А эпоксидку, понятно, что не у всех она есть, но купите, поверьте, очень много вещей можно ей сделать. Вот сама эпоксидка, это отвердитель. Разводится 1 к 10. То есть на литр эпоксидки 100 грамм отвердителя. Надо хорошенько перемешать. То есть самое важное в эпоксидке, надо ее хорошо перемешивать с отвердителем, чтобы была единородная масса, иначе она нормально не застынет. Эпоксидка такая вещь, что в хозяйстве пригодится. Будет видео, там я еще с нее каменный ковер делаю. Вот будет видео, как делать каменный ковер на ступеньках, на площади. Вот такой вот стеклохолст. Я его нарезал. И начинаем мазать всю эту фигню. То есть вы промазываете. Это, кстати, еще тоже не последний этап. Это только второй. То есть дальше будет еще интереснее. Смотрите до конца. Все увидите. Как невозможное сделать возможно. Как в комментариях написали. Невозможно восстановить крестовину. Возможно. Это еще нормальная крестовина. Я восстанавливал и похуже. Вот. Там, где вообще все эти поотваливались. Мне пришлось сквозь барабан насверливать здесь резьбу, короче. Вот. Прикручивать, кое-как ее центровать. Там бегал, ну, вставлял постоянно в бак, в подшипник, проверял, чтобы зацентровка была нормальная. Здесь центровку, я думаю, проверять не надо. Я ее поставил тем же креплением, как она была. То есть то, что я сейчас делаю, во-первых, приклеит сами вот эти вот пластины, шурупы зафиксирует. И плюс даст прочность всей конструкции. То есть сейчас я ее всю обклею эпоксидкой, вот, вернее, этой стеклохолстом. Вот. Лишнее потом срежется. Первый этап, то есть второй этап уже я закончил. То есть я ее обтянул всю стеклохолстом и еще затянул сверху ниткой. Это чтобы стеклохолст не топорщился наверх, чтобы оно плотно прилегло к этой крестовине. Вот. Теперь надо подождать, ну, от 2 часов до суток, в зависимости от температуры. Думаю, что через 2-3 часа она высохнет. Ну, для вас все равно это моментально пройдет, вы прямо сейчас это увидите. Эпоксидка высохла со стекловолокном, холстом, камень, да, со стеклотканью. Эта штука уже жесткая настолько, что можно ее почистить все это и уже ставить. Но так, чтобы на века, еще будет контрольный в голову.
Сейчас я его почищу, вот, и покажу, как уже доделать ее до конца. Так, продолжаем реставрацию нашей крестовины. Что я сделал? То есть я ее уже очистил. Все эти сопли, которые здесь торчали, как видите, я же говорю, она уже жесткая, уже даже непонятно, где она была поломана. Вот. Сюда я в каждый отсек отделения этой полоски поставлял вот такие вот полосочки металлические. Это кусочки от фурнитуры оконной. Я окнами занимаюсь, поэтому у меня этого добра всякого хватает. То есть вот так я ее ставил. Вот. Где-то, где мешают шурупики, надо их обрезать. Вот. То есть это ребра жесткие. Для того, чтобы эта крестовина уже вечная была, так скажем. Если вал не выпадет сам, то будет она работать долго и нудно. Вот такое вот получилось у меня. Вот, сейчас вот эту вот всю историю я тупо залью эпоксид полностью. Жесткости я установил, эпоксидкой залил. Вот. Теперь буду ждать, пока высохнет. Потом можно будет ставить на барабан. Пока сохнет крестовина, вот так вот от края разгоняйте кисточкой к концам, чтобы эпоксидка более равномерней распространялась и приклеила весь металл. Вот что у нас получилось. Все высохло, все очень жестко. Вот, мертво. Можно устанавливать прямо сейчас. Но для красоты я его сейчас отшлифую еще и покрашу. Молотковой краской она должна нормально держаться. То есть по итогу у нас выйдет вот такая вот история. Вот раз. Здесь, там где заклеена эпоксидкой, дырочка, просто рассверлите и все. И главное, вычистите вот эти площадки, то есть чтобы они были гладкие, чтобы прилегание сюда было как было раньше. После этого можно ее чуть пошлифовать и покрасить. Это уже по желанию. Если бы я видео не снимал, я, наверное, так бы ее и собрал. Вот. Жить она будет теперь, я думаю, очень долго. Пока она не покрашена, смотрится она, конечно, неказистенько, но поверьте мне, эта штука переживет не одну обычную крестовину. Сейчас покрашу, соберу, вставлю барабан и покручу, покажу, как получилось. Вот сейчас вставлю барабан уже с готовой крестовиной этой моей. Вот барабан, подшипник, проверю на кручение. Сильно забивать прям там не буду. Вот. Так просто задавлю вот так. Вот, эти биения почти нет. То есть все нормально крутится, вращается. Можно спокойно собирать. Я пока сейчас этого делать не буду. Мне еще надо дождаться сальника, может быть, подшипников. Вот. Так что вот так вот можно восстановить крестовину. Пожалуйста, пользуйтесь. Все. То есть вот я его сейчас оставляю, оно будет досыхать. Единственное, что я же говорю, перед установкой все вот эти вот на валу все очищайте, чтобы было чисто, чтобы не было никаких там, ничего не мешало. То есть вот так в целом, пожалуйста, такой вот способ. То есть, пожалуйста, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, кому интересно. В следующем видео я буду собирать эту машинку полностью. Сальник поставлю, может, поменяю подшипники. И буду, когда собирать, расскажу о всех запчастях в стиральной машине, что за что отвечает и куда лезть, если что-то сломалось. То есть, что искать, какие проблемы. Вот, поэтому я же говорю, подписывайтесь. Вот, а сегодня всем спасибо за просмотр. Ну и покажу, конечно, соберу ее и покажу, как она будет работать уже с водой, с вещами, все как положено. Вот, подписывайтесь, жмите на колокольчик. Спасибо за просмотр.